Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Каждый второй вопрос относительно аппаратного маникюра следующий. Почему я раню кутикулу аппаратом? Почему не получается срез? Почему кутикула не приподнимается? Ведь я делаю все то же самое, как и вы. Почему? Не расстраивайтесь, сейчас я все расскажу. После этого любая кутикула будет вам подвластна. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальчики вверх, будем приступать. Причин может быть множество. И первое – это тип кутикулы. Мы подбираем для каждого клиента индивидуальный маникюр в зависимости от его типа кожи и кутикулы. Все люди разные, и кутикулы у них тоже разные. Например, если к нам придет молоденькая девушка с тонкой чувствительной кутикулой, то вероятность поранить аппаратом в разы больше. Для ее типа кутикулы подойдет комбинированный или классический маникюр. Если вы не знаете, как определить тип кутикулы клиента, как подобрать маникюр, я рекомендую посмотреть мое видео на канале, ссылку на него я оставлю в описании. Сегодня у меня такие руки, я уже выполнила снятие гель-лака и смотрю на кутикулу, оцениваю ее. Боковые валики сухие, а сама кутикула резиновая, жирная. Второй неподходящий абразив насадки. После того, как вы произвели диагностику состояния кожи и кутикулы клиента, ваша задача подобрать правильную насадку. Для тонкой и чувствительной кутикулы насадка с красным абразивом, и для сухой огрубевшей кожи насадка с синим абразивом. Часто мастера совершают ошибку, когда работают с синей насадкой по тонкой кутикуле. Ранения неизбежны. И запомните, затупившаяся синяя насадка никогда не станет красной. Она будет просто лысой синей, соответственно, будет ранить кожу. В данном случае для приподнятия кутикулы я буду использовать пламя с красной насечкой, а для среза кутикулы шар с синим абразивом, так как красный шар быстро бы забивался жирной кожей. Третье – высокая скорость. На повышенных оборотах велика вероятность прижечь кожу и поранить ее. Работаем практически по воздуху. Оптимальная скорость при срезе кутикулы 5-7 тысяч оборотов. И определяем ее по типу кутикулы. Срезаю кутикулу в положении форвард на невысоких оборотах. Иду короткими движениями, поступательными справа налево. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Четвертое – сильное давление. Чем выше скорость, тем меньше давление на рукоять. Обязательно соблюдайте опору мизинцем. Если ее не будет, насадка будет ударять по коже, проникая и образуя ранку. Пятое – перетирание кожи. Работа на одном месте. В результате трения кожа нагревается, клиенту больно и неприятно. Вряд ли он вернется к вам снова, а процедура аппаратного маникюра будет для него как нечто ужасное. Беру палец верхним захватом, начинаю с правого синуса, через центр и на левый синус. Не задерживаю насадку на одном месте. Шестая – затупившаяся фреза, забитая кожей. Насадка имеет шероховатость, абразив, который помогает нам срезать кутикулу, прочищать птериги. И вполне нормально, что она имеет свойство забиваться. Особенно часто такое явление можно встретить на жирной кутикуле
Я покажу вам лайфхак, как можно очистить насадку, чтобы она продолжала работать так же эффективно. Я беру баф и на скорости проникаю в боковую его часть. Таким образом насадка очищается. Подписывайтесь на мой инстаграм, там вас ждет еще больше полезной информации. 7-я кутикула не отделена от ногтя. Очень распространенная ошибка. Мастера боятся зайти глубже, не знают, насколько можно это сделать безопасно. Любая склейка кожи с ногтем не позволит выполнить качественный срез. Придется снова возвращаться к предыдущей насадке и снова дублировать срез, что значительно растягивает время выполняемого маникюра. Восьмая, не создали юбку кутикулы. Юбочка называется кутикула, которая еще сильнее приподнята, вывернута и подготовлена к срезу. Именно ее и нужно удалять. При виде она сухая и белого цвета. 9-е, недостаточное оттягивание кутикулы. Также одна из самых распространенных ошибок. Мастера боятся оттягивать кожу, думают, что клиенту будет больно. Поверьте, если будет больно, он молчать не будет. Учитесь вместе со мной. На каждом этапе своей работы я очень хорошо оттягиваю кутикулу и иду по границе среза. Рукоять проворачивается. Наша задача идти насадкой между белой кожей и розовой частью. Десятое. Кутикула опускается, падает вниз. Мастер начинает спиливать не сухую кожу, а задний проксимальный валик. Покраснение вокруг и ссадины говорят о неправильной технике работы. Первым проходом еще больше приподнимите кутикулу насадкой и затем уже спиливайте ее. А если и так не получается, то на помощь придет апельсиновая палочка, которая поможет приподнять опустившуюся кутикулу. Что делать, если вы все-таки поранили клиента? Сначала продезинфицируйте ранку перекисью водорода. Затем используйте кровоостанавливающее средство, капрамин или индажи. Для одной ранки 1 ватная палочка. Все вышеперечисленные причины говорят об ошибках в технике маникюра. Не хватает знаний, и их нужно подтянуть. Ведь, как вы поняли, нюансов выполнения аппаратного маникюра множество. Не совершайте ошибок. Всем счастливо! Пока-пока!